нас целовательные процедуры происходят на каждое утреннее. У нас у нас суббота. И в сегодняшнем влоге мы с вами сделаем типичные выходные. Проведем вместе 2 дня. Я расскажу, чем русские экспаты занимаются в Мадриде. И познакомлю вас с своими друзьяшками. Еще будет распаковочка Амазона. Еще будет мой прекрасный завтрак, моя прекрасная собака, Синабоне, Падаль. Оставайтесь. Доброе утро. I think I like this little life. Так, мы будем готовить французский омлет по рецепту Джулии Чайлд. И для этого нам потребуются яйца и сливочное масло. Сегодня у нас будет 4 белка, 3 желтка. И что нам нужно? Просто разбиваем какую-нибудь емкость. Кстати, кто не умеет вот так вот доставать желтки, его можно просто вывалить туда и рукой достать. Ничего страшного. Кто нам скажет, можно нам это делать или нельзя? Никто не увидит даже. Так, мы ставим сковородочку. Я обычно просто на 9 ставлю. Сюда кидаем шмат масла. Ну, типа, не сильно большой, но как-то так. Нормальный шмат масла. Уходи. Потому что что? Потому что сливочное масло всему голова. Дальше. Заканчиваем приготовление нашей яичницы. Точнее, французского омлета, простите. Мы... ужасная соль, это всего. Соль в яйца. И просто перемешиваем. У нас начало поджариваться масло. Что мы делаем? Еще раз перемешиваем нашу прекрасную жижу. Я обычно вот так вот еще проверяю. Хорошо. Он сразу начинает жариться. И вливаем. Вливаем. И наша задача французского омлета, чтобы он постоянно перемешивался. Я обычно это просто вот так вот по кругу делаю. Потом у нас с вами получится просто нежнейшая штука. Начинаю собирать. Я его в целом начинаю скатывать вот такую колбаску, потому что он будет очень нежным. Он внутри, он будет готовым, но при этом внутри это будет комок нежности. Я терпеть не могу вот эти пережаренные яичницы. Видите, какой консистенции? Оф. Вот, в целом я бы... Сейчас я тут запеку кусочек. В целом на этом все. На этом... Видите, какой он? Он должен быть такой, как жаба из «Звездных войн». Ну что, вот такой потрясающий завтрак у меня вышел. Ну что это вообще? Посмотрите на этот таблетик. Вот. Так что мы с собачечкой желаем вам хорошего дня, где бы вы сейчас ни были. У нас дальше будет распаковочка Амазона, и пойдем на тренировку с вами. А вечером Синабоне. Так, ну, во-первых, офигенный, просто офигенный крем от Мустеллы. Мне пробник его дали, я его как просто ежедневно дневной крем использую. Просто супер, очень сильно советую. Стоило что-то типа 8 евро. А еще я для макияжей заказала себе цветные лайнеры. Вообще, посмотрите, какие цвета яркие. Просто супер. Будем рисовать. И что я ждала? Начну с обычного. Я, на самом деле, после переезда в Европу немножко шокирована от цен, потому что у нас в Декатлоне, конечно, все это сильно дешевле было.
Я заказала себе для зала длинные резинки для того, чтобы подтягиваться. У меня потому что сейчас много подтягиваний в программе, а я нифига не могу их делать, потому что гравитрона у нас нету, и все, собственно говоря, и все. И теперь самое интересное. Долго я выбирала, какой именно пояс взять. Пояс мне нужен для тяг. Долго выбирала, потому что не могла понять, какой я хочу, кожаный или тканевый, и вообще что по фирмам, цены разные. В итоге взяла, этот стоил что-то в районе $40, 35, может. Намеренно не заказывала себе какой-то типа бикинячий пояс, вот, потому что, нахера оно надо? Потому что мне постоянно в этом ходить не нужно, чисто чтобы веса делать. Ну что, я выдвинулась на тренировку. У нас сегодня холодно, 10 градусов. Там я одетая, потом ужин с друзьями. Вот, как-то так. И смотрите, с каким я чемоданом сегодня. Потому что, короче, у меня зал супер. Но по какой-то причине, не знаю, возможно, это после ковида. Я не выясняла. Но нету нифига дополнительного оборудования, типа там резинок, поясов. Я это все с собой таскаю. То я сегодня... нету даже йога-блоков, нету даже степеров. И мне приходится с собой таскать. Естественно, я степер не таскаю, мне не нужен. Но йога-блоки по одному я таскаю. Вот сейчас он у меня не вместился в гигантский чемодан. Но сегодня у меня, конечно, с собой кроссовки. Я могла бы пожертвовать кроссовками и положить эту штуку и одеть кроссовки на ноги. Ну, сегодня суббота. 5 минут. Вот. У нас вообще такая странная погода. Сегодня какое 10 февраля. Уже была радуга, солнце. В некоторых районах Мадрида град. Сейчас опять прошел дождь. Опять выглянуло солнце. Но говорят, что уже начинает цвести. У нас дождя в целом достаточно давно не было. Все. Начинает цвести миндаль. Так что у нас будет практически сакура. На следующей неделе поедем. Вот, возможно, на следующей неделе будет новый выходной блог. Who knows, who knows? Как говорится. If you know what I mean. Вот. Ладно, увидимся в зале. Покачки. Ну что, друзья, я в зале. Не знаю, как что будет слышно. Если что, я сделаю просто закадровый звук. Я уже походила на дорожке. Сейчас буду разминаться. Сегодня силовая на ноги, на попу. Не помню, в каком видео я рассказывала по поводу того, что у меня сейчас 3 тренировки на низ в неделю. Можно, конечно, было и 4, но я что-то 3 тренировки на низ, 1 дополнительная с резинками. Вообще нужно 2, но как-то силушков пока на это нету. Вот, и плюс что-то я на плечи подзабила, нужно тренировку плечей сделать. Вот, плюс тренировки на низ у меня комплексные, это условная full body, там и верх, и низ, причем везде абсолютнейшая база, абсолютно обычные упражнения, но на достаточно большие веса. То есть сейчас я буду приседать, допустим, на 2 повтора. Вот. Сейчас постараемся растить веса. Сегодня у меня будет ягодичный мост. Не знаю, в прошлый раз было 60/10. Но на предыдущей тренировке на 5 я сделала 90. Поэтому в целом я посчитала то, что где-то 110-120 я могу сделать уже на раз. Посмотрим. Вот, немножечко будет подсъемов с тренировки. Вот, снимать ее полностью точно не хочется. Вот, но буду что-нибудь подснимать. Сегодня, благо, народу не очень много. Так что
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. 45 не могла сделать еще месяц назад. А я в шоке. Ты просто начинаешь делать силовые. Я 90 сейчас сделала на 10 раз с задержкой еще. Поняла то, что все это психологический момент. Когда подбираешь себе вес, ну типа до этого, там 10, 12, 15, 18, разное количество повторений было. Короче, много повторка было. Вот и сейчас силовой именно цикл. И мне нужно было подобрать на 6 раз, сколько я сделаю. И я охренела от того, что я тогда вот поставила 90 себе на 6 раз, но я сделала 10. Сейчас я такая, блин, ну там техника, правда, другая была, без задержки. Сейчас такая, блин, ну я же сделаю я эти 90. Сделала, представляете? Я, конечно, 100 на 10 точно не возьму, но сам факт. Короче, все в голове. Ты как только начинаешь показывать своей голове, что на самом деле вес реальный, ты можешь. Ты можешь. Такую европейскую зиму ни на что не променяю, когда солнце. Сегодня вроде прохладно, 10 градусов тепла, но, боже мой, это солнце, это что-то невозможное. И 300 солнечных дней в году в Испании. Поэтому тут люди такие счастливые, никто никуда не торопится, и у всех все хорошо. Я, собственно говоря, приехала на локацию. Сейчас будем искать моих друзей. Я такие долгострой не вывожу. Я вон сейчас смотреть, когда первый После тренировки. Я вот каждый год смотрела. Что-то с чем-то. Я абсолютно Они вот сожрали синнабонов. случайно. Довольные. Sunrise and summer skies, we're never far from home. I'll always keep an eye up on the road. Смотрите, там мой любимый ресторан Каса Пипи. But anywhere with you could feel like Rome. I'm talking syncopated breathing, love every evening, going 3, 6, 5, dancing every night, fading in, out of feeling, permanently high. I'm talking. Так, все есть. А где уважающие себя испанцы сидят в пятницу? Конечно, в коктейль-баре. Сегодня играем в игру «Угадай, кто на каком свидании». Мы сами на свидание не ходим, как бы, по статусу не положено. Я хожу на свидание не пиздите. Ну, Андрей, да, мы с Леной не ходим на свидание, поэтому мы угадываем, кто на каком свидании. Короче, если они целовались, мне кажется, это второй или третий. Ну, они там целовались, типа. Но все равно на первом свидании ты все-таки так не будешь такой. А кто знает? And I let somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. Пятый коктейль. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. На время час, 2 ночи. Спускаемся в метро домой, потому что мы не потанцевали. Андрей очень злой. Let somebody go. Потому что это Марина. Метро. Я бегу, опаздываю на падаль. Дождя так и не случилось. Народу в ретиро мало. Что хорошо. Единственная проблема, что это новый корт, мы там еще никогда не были. И не очень понятно, как к нему добираться. Но мы все равно будем тренироваться.
Плюс сегодня неполный состав. Что-то всем плохо, никто не хочет, все заняты. Поэтому двое самых стойких будут тренироваться. Это я и Санька, девочка. Познакомлю вас. Вот, как сказали мне все мои друзья на первый мой выпуск про релокацию. Такой, что ты набрала-то всем, что ты одна? Типа вообще нет друзей и все плохо. Нет, друзья есть. Одна я, потому что просто одна. С собачкой. А так людей очень много вокруг. Ну и друзья, конечно. Друзья, это вам. Я с вами. Мы играем в падл. Прошло 30 минут, мы все уже упахались и посменялись. У нас тут, смотрите, спортивные мероприятия. Это наш прекрасный корт. Корт сильно круче, чем в прошлые разы, которые мы играли, потому что он больше. Тут Леночка, она вчера пила с нами. Это вот Саша. Бум-бум-бум. Вот, так что очень хорошо, очень хорошо. Ну да. На звездном канале будете появляться. Так станет. Станет, конечно, вы подписываетесь, и станет пару миллионов подписчиков. Да, мы вышли с тренировки, это было прекрасно, девочки стоят, радуются. Я решила вам показать красивый парк. Смотрите, как у нас красиво. Перетира, он огромный, самый огромный парк в черте города. Вот.